Муравьи скрывают в себе многое. Вы слышали уже далеко не один интересный факт о них. Не вам толкать речи о пользе, влиянии и значении муравьев. Это то, что уже неоднократно было сказано, но сказано отдельными фактами, отрывками из пласта знаний. А между тем стоит сделать цельную общую картину. Сегодня мы сделаем это. Поговорим о происхождении и эволюции муравьев. Рассмотрим устройство муравьиной семьи. Пройдемся по разнообразию видов. Посмотрим на их удивительные стратегии выживания, роль муравьев в природе и посмотрим на отношения между человеком и муравьями. Все когда-то начиналось. Зачастую разные характеристики родом из самого начала. Так вот, история муравьев. Что может быть лучше, чем начать с цитаты? Чарльз Дарвин говорил: не сильнейшие из видов выживают, и не самые умные, а те, кто лучше всего приспосабливается к изменениям. Так и муравьи за столько лет существования идеально приспосабливаются к условиям окружающей среды. А поэтому стоит начать с того, как шла история муравьев, как они приспосабливались к изменениям. Муравьи появились еще в меловом периоде, когда климат был теплым, а леса густыми. Тогда предки современных муравьев были похожи на ос. Часто, как и закрепилось в культуре и в представлениях, муравьев находят в янтаре. К примеру, муравьи Хайдомирмекс давидбовой. Их в янтаре нашли в Мьянме. Возраст около 100 миллионов лет. Этот янтарь мелового периода, времени, когда по земле ходили динозавры. Интересный факт. Этот вид муравьев был назван в честь рок-музыканта Дэвида Боуи. У этого муравья в янтаре были примитивные черты, как раз похожие на ос. Но что развело пути ос и муравьев? Ответ кроется в образе жизни. Муравьи живут вместе, одной семьей или колонией. Они социальные насекомые. Иначе говоря, муравьи делят общего предка с осами, но пошли по пути социальной жизни. Какие же изменения, к которым пришлось адаптироваться, встретились муравьям? С чем они столкнулись на своем эволюционном пути? В первую очередь, как уже было сказано, это переход к социальной жизни. Жизнь группами дала им преимущество и в защите, и в добыче пищи. Со временем у муравьев начали появляться все лучшие способы сосуществовать вместе. Начала развиваться кастовая система, то есть наличие разделения обязанностей. А вместе с тем изменился физический вид разных обитателей муравьиной семьи. Матка, она же королева, начала откладывать яйца, заботиться о поддержании численности. Рабочие муравьи взяли многие другие обязанности, от ухаживания за расплодом, сделанным королевой, до защиты и добычи пропитания. По прошествии еще какого-то времени появились солдаты, которые в зависимости от вида занимаются разными активностями, от перемалывания больших семян до хранения сиропа. Кстати, из-за этого устройства самцы обычно долго не живут. Они нужны лишь для того, чтобы дать возможность самкам, королевам, основать новые семьи. Тем временем все остальные жители семьи муравьев, от рабочих до королевы, самки. Также для еще большей эффективности социального проживания развились способы общения. Один из самых главных – с помощью феромонов. Муравьи оставляют химические сигналы, находя которые другие муравьи получают какое-то сообщение, вкладываемое в него. Все это дало муравьям эволюционное преимущество. Доказательством этому может послужить географическое распространение муравьев. Сейчас муравьи есть на всем земном шаре, за исключением Антарктиды и нескольких отдаленных островов. Кроме банального распространения, они адаптировались к многим условиям, от эволюционно нового места обитания, человеческий город, до тропиков и пустынь. Также успех муравьев еще подтверждается количеством видов. Их 14 тысяч. Для сравнения, приматов 517 видов, псовых 40 видов, а ныне живущий вид человека – 1 – Homo sapiens, то есть мы сами. Хотя, конечно, есть некий процент генов от других видов человека, например, неандертальцев, денисовцев и других. Но сейчас на Земле лишь один вид. Причем муравьи не только смогли адаптироваться к разным природным условиям, но и придумать уникальные стратегии. Муравьи научились использовать ресурсы окружающей среды максимально эффективно. Фермерство, хищничество, симбиоз с другими видами. К примеру, муравьи-листорезы выращивают гриб, которым и питаются. Разве нельзя это назвать сельским хозяйством? А некоторые пустынные муравьи, например, муравьи-бегунки, научились ориентироваться по солнцу. И это еще не все такие красочные примеры. Не зря человек использует муравьев в качестве источника новых изобретений. У нас даже есть про это видео. Муравьи уже давно живут на планете. Их нельзя назвать неуспешными с эволюционной точки зрения благодаря своей социальности. Это их отделило от ос и их близких родственников. И сближает с термитами, которые намного дальше от муравьев по родственным связям, чем осы. Но что еще дало муравьям их социальность? Что дала этой социальности еще большую эффективность? Конечно, кастовость. Матка, королева, рабочие муравьи, солдаты и самцы – все исполняют свою роль и имеют свои обязанности.
Это уже одно из самых важных определяющих черт муравьиного устройства. Стоит разобраться с этим, да и в целом с устройством семьи муравьев, которая сформировалась под эти адаптации. Муравейник – это больше, чем просто совокупность муравьев. Это сложная социальная структура, где каждый знает свое место и обязанности. Поэтому важно, говоря о муравьях, упомянуть и об этом. Так какая же иерархия в семье у муравьев? Пойдем по порядку. Матка, она же королева, вопреки своему названию не управляет, а имеет лишь две функции – откладывать яйца и создавать новые семьи. Иногда даже только первая в семьях, где есть внутригнездовое оплодотворение. Говоря простым языком, в муравейнике могут появляться новые матки, способные нести яйца. Это виды с внутригнездовым оплодотворением, к примеру, Tetromorphium bicrinatum. Любопытный факт. Матка может жить до 20 лет, тем временем, когда другие касты живут примерно несколько лет, а самцы могут жить лишь недели. Рабочий муравей – это те муравьи, которых мы обычно видим. На них в семье множество обязанностей, от строительства муравейника и добычи пищи до ухода за расплодом и защиты. Они всегда самки, но обычно не делают потомства. Почему? Зачем они обслуживают королеву, но не оставляют свое потомство? На это могут помочь ответить панерины, древнее подсемейство муравьев. В нем могут быть так называемые гомергаты, рабочие муравьи, которые оплодотворены и могут нести яйца. Когда же появляются эти гомергаты? Они появляются, когда в колонии нет других членов, способных нести яйца. Выбор гомергата – это еще та борьба за власть, похуже разных дворцовых переворотов. Однако почти у всех видов муравьев нет гомергатов, потому что этим кастовости полезна. Она разбивает обязанности, в том числе и такие. Солдаты. Эта каста есть не у всех муравьев, но у многих. Их функции сильно колеблются в зависимости от вида. Где-то они и вправду защищают семью, где-то лишь перемалывают семена. Отличаются от рабочих муравьев тем, что они обычно более большого размера. Также у них по-другому устроен мозг. Про это уже заходила речь в ролике про мозг муравьев. И, наконец, самцы. Их жизнь очень коротка. Они появляются на несколько недель или месяцев перед летом, временем, когда появляются новые семьи муравьев, и умирают после того, как оплодотворяют матку. Жизнь самца коротка, но его роль для колонии ключевая. Помните, что еще кроме кастовости появилось в семье муравьев для еще большей эффективности от совместной жизни? Общение. Так какое же оно? Уже было так не очень подробно сказано про феромоны, химические сигналы для коммуникации. Это один из самых популярных и основных способов общения у муравьев. Как это работает? Муравьи выделяют химические вещества для передачи сигналов. Опасность, добыча пищи, призыв к защите. После, когда уже другой муравей натыкается на феромоны, он получает это сообщение и уже в зависимости от него действует. Это, к примеру, как табличка «Туда еда» или вывеска «Осторожно, опасность». Если муравей нашел еду, он оставляет след из феромонов, по которому другие муравьи смогут найти это место. Еще феромоны используются муравьями для развлечения разных семей. Поэтому, если вы хотите подселить муравьям из другой семьи одного или очень близкого вида в семью муравьев, вы можете убрать феромоны смытием водой, небольшой заморозкой или иными способами, и дальше положить в семью. Он примет их феромоны и будет считать, что он родился и всегда жил в этой семье. Своеобразный стиратель памяти. Но феромоны не единственное, чем муравьи строят коммуникацию. Есть еще тактильное общение. Прикасаясь усиками друг к другу, муравьи передают информацию о настроении или опасности. Также у них бывает и более привычный для нас, но редкий для них способ общения – звуковое. Некоторые виды могут издавать звуки – стридация, для привлечения внимания. Например, муравьи-жнецы скребут задними лапками по поверхности своего тела. То, как происходит коммуникация внутри семьи, это безусловно важно и создает устройство и быт муравейника, но не определяет его. Так как живет семья муравьев? Какая рутина и быт? Как она устроена с этой точки зрения? Уход за потомством. Семья муравьев вкладывает в это множество сил и ресурсов, поскольку от этого зависит сама жизнь семьи. Яйца размещают в специально созданных камерах с оптимальной температурой. Личинок кормят, переносят в разные участки муравейника в зависимости от условий. Есть даже рабочие муравьи-няни. Они, к примеру, смотрят за расплодом вместо того, чтобы добывать пищу. Сотрудничество и взаимопомощь. Для муравьев это одно из ключевого. Как вы помните, это именно то, что отличало и отделило их от общего предка с осами. В их поведении море примеров этому. Добыча пищи, формируют цепочки, чтобы перетащить крупные объекты. Защита, формируют барьеры из собственных тел и прочее. Особо ярким уникальным примером такого может быть то, что муравьи-кочевники формируют живые мосты из своих тел, чтобы переправляться через препятствия. Третье, основной момент в бытии семьи, ключевой аспект и часть их рутины – это организация отходов.
Муравьи имеют свои мусорные свалки и даже кладбище мертвых муравьев вне муравейника. Это именно то, что, по моему мнению, в некотором роде является началом в цивилизации. Вспомните акведуки. Разве наши города могли бы существовать без чистоты, без канализации, без вывоза мусора и так далее? Муравьиная колония – это хороший пример слаженной, эффективной работы. Каждая роль важна. Каждый житель знает свое место. А вы задумывались, насколько такая организация похожа на человеческие общества? Или что мы могли бы взять из организации муравьев, учитывая такое их разнообразие? Кстати, про него. Не стоит ли углубиться в это? Все-таки это довольно важный аспект муравьиного мира. Как мы уже говорили, сейчас найдено просто какое-то непредставимое количество видов муравьев. Все-таки муравьи – одни из самых успешных существ на планете. Сегодня известно более 14 тысяч видов, и ученые продолжают находить новые. Муравьи как адаптировались к новым условиям, так и продолжают. В том числе с этим связано такое большое количество видов. Разберем самые необычные примеры видов муравьев. Начнем с муравьев-листорезов. Вы уже не раз про них слышали как на нашем канале, так и в сотнях других видео, где они упоминались. Это неудивительно. Эти муравьи срезают листья, но не едят их. Вместо этого они используют листья для выращивания грибов, которые и являются их пищей. Они ухаживают за грибом, создавая подземные фермы, а гриб – это их еда. Это не то, что просто можно сравнить с сельским хозяйством, а то, что уже очень близко к нему. Интересный факт. Муравьи-листорезы развили фермерство задолго до людей. Около 50 миллионов лет назад. Муравьи-бульдоги. Помните, я упомянул про древнее подсемейство муравьев панерины, когда говорил о гамбергатах. Вид, о котором сейчас пойдет речь, является примером панерин и сохранил черты, напоминающие о их древних предках. Какие вообще есть ключевые черты у этого вида? Огромные челюсти, острое зрение и невероятная агрессия. Они могут прыгать на жертву, а их укус вызывает сильнейшую боль. Муравьи-бульдоги встречаются в Австралии, где развивались в изоляции. Возможно, это и сделало их древними и агрессивными. Следующим будет род Катаглифис – муравьи-бегунки. Они выживают в экстремальной температуре, смертельной для многих существ. Находясь в таком жарком месте, они сумели адаптироваться и принести себе на пользу солнце. Они используют солнце как компас, запоминая маршрут до миллиметра, чтобы возвращаться в муравейник. У муравьев есть совершенно разные стратегии выживания. Вы и сами их знаете, уже многие были упомянуты в видео ранее. Но вот что может удивить, так это одиночное охотничество. Муравьи – социальные насекомые, как вы уже знаете, и обычно охотятся вместе. Но не в этом случае. Муравьи-бульдоги Мирмика в Австралии охотятся в одиночку, полагаясь на зрение и свои челюсти. Их охота напоминает поведение крупных хищников. Они выслеживают добычу и наносят точные удары. Тем не менее, есть и коллективные стратегии. К примеру, муравьи-кочевники. Они формируют огромные колонны и уничтожают все на своем пути. Они охотятся вместе, что позволяет им справляться с добычей намного крупнее их самих. Я специально начал со стратегий добычи пищи, поскольку они буквально жизненно необходимы для любого живого организма. Но вот что дало муравьям совместное проживание? Муравейники, в которых есть разные инженерные решения при строительстве. Например, муравьи-жнецы погона Мирмикс, не путать с муравьями-жнецами Мессер, строят подземные муравейники с вентиляционными шахтами. Их туннели достигают глубины нескольких метров и поддерживают идеальную температуру и влажность. Или еще пример – муравьи-древоточцы. Они создают муравейники в древесине. Формикиперам для них приходится делать особые формикарии из дерева. Ну и самым красочным еще будет пример создания живых конструкций из самих муравьев. Муравьи-кочевники формируют живые мосты из своих тел. Такие мосты могут выдерживать огромные нагрузки и позволяют быстро преодолевать препятствия. Муравьи, как и мы, к сожалению, воюют. Кроме стратегии строительства и добычи пищи, у муравьев есть и тактики войны. Для примера, муравьи рода Формика часто нападают на соседние муравьиные семьи, используют массовую атаку для захвата территории или ресурсов. Более того, есть виды, которые содержат рабов. Муравьи-рабовладельцы Палеергус крадут куколок других видов и выращивают их как рабов. Похищенные муравьи выполняют всю работу, не осознавая своей роли. Уже заходила речь о сельском хозяйстве и фермерстве. Я уже рассказывал о муравьях-листорезах, которые срезают листья и используют их для культивации грибов. Кстати, их фермы настолько эффективны, что муравьи регулируют температуру и влажность для лучшего роста грибов, что можно отнести к стратегиям строительства. Но кроме этого примера, достаточно отдаленного от большинства нашей аудитории, ведь встречаются они в Новом Свете, то есть в двух Америках, есть и более географически близкие муравьи, которые могут послужить хорошим примером. Вероятно, вы уже слышали о разведении тли, а может и сталкивались с этим вживую. Черные садовые муравьи, Лазиус нигер, разводят тлю и собирают с нее сироп. Муравьи защищают тлю от хищников, как пастухи, и охраняют стадо. Думаю, вы могли встретиться с этим видом на садовых грядках. Резюмируем.
Муравьи в ходе множества адаптаций пришли к интересным и как минимум похожим на цивилизационные стратегии. Но разве можно говорить о муравьях, не сказав о их влиянии на окружающую среду, а лишь говоря о влиянии окружающей среды на них, то есть адаптации? Муравьи, как мы уже говорили, достаточно распространены и имеют большой модус видов. Понятное дело, их влияние разнообразно и существенно, а влияние лишь отдельных видов, например, рыжих лесных муравьев, можно сделать целый фильм. Раз это видео устремлено структурировать и дать основу, то пройдусь по верхам этой темы. Муравьи важны в целом для природы. Во-первых, они составляют от 10 до 25% биомассы наземных животных. Только вдумайтесь, от 10 до 25%. Как думаете, сколько человек? 0,01%. Муравьи влияют на множество других видов растений, животных и микроорганизмов. Более того, они участвуют в переработке органики и способствуют возврату питательных веществ в почву, а это важно для циркуляции веществ. Это подобно растениям, выделяющим кислород. Не будь их, наш углекислый газ, то, что выходит с выдохом, просто заполонит планету, и нам и многим другим видам не хватит кислорода для дыхания, а следовательно и для жизни. Возвращаясь к муравьям, они, конечно, не являются единственными, кто делает эту часть циркуляции, но значимы. Убери какой-нибудь элемент из этой циркуляции, и все, ну или очень многое, обрушится. Представьте некую ассоциацию, метафору. Вообразите, что муравьи – это своеобразные садовники природы, которые работают без выходных и перерывов. Но это будто бы слишком уж общее для создания какой-то структурности в голове. Так как муравьи влияют на планету? Какие есть более конкретные примеры? Например, муравьи улучшают почву. Но чем? Во-первых, аэрацией почвы, то есть насыщение почвы воздухом, что нужно и микроорганизмам в земле, и растениям. Иначе говоря, делают почву плодороднее. Муравьи роют туннели, что способствует проникновению кислорода и воды в землю. Эти каналы делают ее более плодородной и пригодной для растений. К примеру, муравейники вида Pagona могут улучшать землю на площади в несколько квадратных метров. Но это еще не все. Муравьи помогают перемешиванием почвы. Они переносят семена, частицы земли и органику, что улучшает структуру грунта. В результате семена получают доступ к необходимым ресурсам. Кроме того, имеет место быть симбиоз с растениями. Для этого есть даже отдельный термин – мирмикохория – распространение семян растений муравьями. Некоторые виды муравьев распространяют семена растений. Для примера, муравьи рода Афиногастер. Они часто разносят семена лесных растений, способствуя их размножению. Есть еще одна важная роль муравьев, которая может показаться людям странной, ведь те, у кого есть огород, склонны ассоциировать муравьев с вредителями. Они могут быть такими. Да, те же черные садовые муравьи, которые, как вы помните, разводят тлю, что вредит растениям. Но в целом муравьи не на стороне вредителей. Тому доказательство их роль в борьбе с этими самыми вредителями. Во-первых, это естественные хищники. Муравьи охотятся на насекомых-вредителей, такие как гусеницы или клопы. Это снижает численность вредителей, которые угрожают растениям. Скажем, муравьи рода Solenopsis способны уничтожать целые колонии вредных насекомых за считанные дни. Во-вторых, это защита растений. Сладкие выделения муравьи могут получать не только от тли, но и напрямую от растений. Но просто так растения ничего не отдадут, поэтому взамен на сладкие выделения муравьи защищают растения от вредителей. Те же муравьи рода Крематогастер оберегают акации от жуков-листоедов. Муравьи – это настоящие экосистемные инженеры, которые поддерживают природу в равновесии. Они работают на благо почвы, растений и даже человека. Их влияние не всегда однозначно, как, например, разведение тли и защита растений. Начать говорить о взаимоотношении с человеком я бы хотел с самого интересного аспекта. Муравьи вдохновляют людей не только своей организованностью, но и эффективными и успешными стратегиями, которые находят применение в науке и технологиях. К примеру, это робототехника, вдохновленная поведением муравьев. Ученые используют алгоритмы, основанные на поведении муравьев, для создания автономных роботов. Например, алгоритм ECO – End Colony Optimization. Думаю, не нужно иметь высокий уровень владения английским, чтобы догадаться, о чем этот алгоритм. Это алгоритм решения графом, то есть нахождения кратчайшего пути. Муравьи находят кратчайшие пути к еде, используя феромонные тропы. Если очень сильно упростить, феромоны испаряются. И чем длиннее путь из феромонов, тем меньше он продержится, а чем короче путь, тем больше по нему пройдет муравьев, и, соответственно, он останется. Этот принцип вдохновил на разработку роботизированных систем, таких как дроны для поиска и спасения. Но это не вся биомиметика. Биомиметика или биомимикрия – наука, которая изучает природные процессы для создания технологий. То есть буквально то, о чем мы сейчас говорим на примере муравьев. Конкретнее, муравьи показали нам роевой интеллект.
Это форма самоорганизации, при которых множество индивидуальных элементов, муравьев, взаимодействуют друг с другом и окружающей средой, чтобы выполнять сложные задачи. В муравейнике нет главного или кого-то, кто всем управляет, поэтому муравьям пришлось развивать роевой интеллект. Ключевые принципы роевого интеллекта. Простые индивидуальные правила. Локальные взаимодействия между агентами. Коллективное поведение, приводящее к сложным решениям. Этот навык организации мы, люди, используем для оптимизации компьютерных сетей и логистических задач. Помимо того, сложные системы строительства муравейников вдохновляют архитекторов. Иначе говоря, муравьи помогают моделировать системы, оптимизирующие городское планирование и управление транспортом. Кроме биомиметики, существует другое, что, я уверен, знакомо многим нашим зрителям – формикиперство, содержание муравьев как домашних животных. Эта тема достойна отдельного большого видео, которое когда-нибудь мы в будущем сделаем, а не нескольких кратких абзацев. Мы достаточно рассказали о муравьях, однако была рассмотрена лишь малая часть мира муравьев. Я рассказал далеко не все. Мы начали с того, что разрозненные факты о муравьях часто остаются хаотичными. Теперь вы больше структурировали знания от эволюции до роли муравьев в природе. Но это лишь начало. Каждый новый день ученые делают все больше открытий, связанных с муравьями. Все больше идей о том, что можно снять, как сравнить, подумать, собирать информацию, приходит к нам. И почему бы им не реализоваться, если от вас будет интерес? Муравьи – это не просто насекомые, а настоящие учителя природы. Их жизнь – это уроки выживания, сотрудничества и адаптации. От их способности работать вместе до умения использовать природные ресурсы. Все это очень впечатляет. Может, глядя на них, мы сможем чему-то научиться. Может быть, увидится что-то полезное для наших собственных сообществ, для технологий, для морали и идей, для человечества и для нас самих. А что вы видите в муравьях с этой точки зрения? Сделаем муравьев популярнее. Отправьте это видео вашему другу, который ничего не знает о муравьях. До новых выпусков!